Всем привет! Меня зовут Юля. В этом видео я покажу свой вариант светящегося гнома. Первое, что буду делать, это ботиночки. Основа для ботиночек у меня это капсула из-под киндер-сюрприза. Отрезаю крышку, затем на ней рисую полуовал, который нужно будет срезать и приклеить к основной части ботиночка. Примеряю и приклеиваю. Теперь на обычном плотном картоне обвожу подошву, вырезаю и приклеиваю. Лишний картон по краям срезаю. Основа для ботиночек готова, теперь будем декорировать. Декорировать буду мягким фетром красного цвета. Примеряю ботиночек к фетру с запасом на верх и низ. Затем отрезаю нужное количество материала и разделяю на два ботиночка. Получился отрезок 15 на 6 сантиметров. Начинаю постепенно приклеивать. Теперь делаю красивую складку спереди, подклеиваю центральную часть, а боковые складки загибаю, там будет находиться шнурок. Беру декоративную тесьму и протягиваю в эти складочки с помощью иголки и завязываю красивый бант. Материал сверху загибаю и подклеиваю. Делаю надрезы по низу ткани ботиночка и постепенно все приклеиваю. И осталось оформить подошву ботиночка. Я наношу клей и потом отрезаю по контуру ботиночка. Теперь делаем ножки гному. Из отрезка гофрокартона складываем вот такую вот трубочку. Длину и ширину ножек вы можете регулировать на свое усмотрение. Обклеиваю ножки тканью, это будут штанишки.
Ткань отрезаю с запасом наверх и низ, чтобы красиво оформить края. Затем вклеиваем ножки в ботиночки. В качестве туловища у меня будет такой елочный шар. Его я покупала в магазине низких цен. Он так и продавался вместе с блесточками. Их я решила оставить. Приклеиваем к нему ножки и вовнутрь помещаем светящуюся гирлянду. Ее я покупала на Алиэкспресс. Хорошо она сочетается вместе с блесточками. Из отрезка меховой ткани формирую бороду и пока откладываю ее в сторону. Из воздушного пластилина делаю гному лицо. Также сразу делаю гному носик, сшиваю его из колготок. Делаю нужный размер и все лишнее срезаю. Все заготовки готовы. Теперь оформляем лицо гному. Первым приклеиваем носик, затем бороду и затем из пластилина делаем лицо. Теперь колпак. Буду его также делать из мягкого фетра. Примеряю для того, чтобы определить нужный размер. Затем отрезаю необходимое количество материала, а уже из этого буду формировать треугольник. Лишнее срезаю и приклеиваю. Выворачиваю и затем из такой ткани отрезаю тонкую полосочку и приклеиваю по краю колпака. Наполняю колпак наполнителем. Теперь приклеиваю глазки из полубусин. Хочу придать колпаку складочек, поэтому сшиваю его по бокам. Приклеиваю колпак только на лицо, сзади оставляю доступ к батарейкам. Еще осталось сделать гному ручки, их делаю по принципу ножек. Из отрезка гофрокартона скручиваю трубочки, обклеиваю тканью. Размер примеряю прямо к гномику, но если вам необходимы будут шаблоны, вы пишите в комментариях, я сделаю. Рукавички я также рисовала на глаз, поэтому если нужно будет, пишите в комментариях. Картонную основу рукавичек приклеиваю к фетру.
Потом вырезаю по контуру. Если вы хотите, чтобы рукавичка не была плоская, делайте несколько слоев картона. Приклеиваю варежку к руке и делаю меховую оборку. Приклеиваю руку. Немножко выгибаю. Это легко сделать, так как она из картона. В качестве декора в рукавичку приклеиваю леденец. И также на колпак приклеиваю маленький помпончик из той же меховой ткани, что делала оборку. Подкрашиваю щечки и носик. И еще решила немножечко подкрасить бороду. И на этом гномик готов. Спасибо за просмотр этого видео. Буду благодарна за вашу поддержку в виде комментариев и лайков. Кто зашел на мой канал впервые, приглашаю подписаться. И не забывайте нажимать на колокольчик, ведь впереди много творческих идей. Всем пока!